Всем привет! Как можно вкусно и разнообразно приготовить овощи в аэрогриле? В этом видео я поделюсь 4 рецептами. Быстрые приготовления: вяленые томаты, проще некуда, вкусная цветная капуста по-сингапурски, морковно-сырная запеканка и овощной соус к пасте, который с легкостью может стать супом-пюре. Приготовим вяленые томаты. На самом деле я давно искала рецепт, и всегда мне казалось он очень сложным. Нужно было запекать томаты очень долго, что-то типа 3-5 часов при очень низкой температуре. Мне это не подходило, я не люблю так долго готовить, поэтому вот такой рецепт — это просто спасение. Для этого рецепта нам необходимы черри-томаты, упаковка у меня чуть-чуть меньше. Разрезаем их пополам, добавляем щедро оливковое масло, соль, перец и любые травы, которые вам нравятся. У меня это прованские травы. Также я присыпаю сушеным чесноком. Свежий чеснок не советую использовать, потому что он будет очень быстро гореть в аэрогриле. Все хорошо перемешиваем и выкладываем в аэрогриль кожурой вниз. Ставим в аэрогриль на 200 градусов всего 15 минут. Представляете, не нужно готовить 3-5 часов, томаты готовы уже очень быстро. Я храню в такой вот стеклянной емкости в холодильнике. У меня они лежали где-то 3-5 дней. Они выглядят прекрасно, очень вкусные, и их можно добавить, например, в салат, в тортилью, на бутерброд, куда угодно. Обязательно попробуйте такой простой и легкий рецепт. Кстати, в предыдущем видео я готовила тортилью вместе с этими томатами. Обязательно посмотрите это видео, если вы его не смотрели. Если вы не любите цветную капусту, то попробуйте приготовить данный рецепт. Для рецепта нам понадобится 1 большая или даже 1,5 цветные капусты, у меня 2 маленькие, 1 стакан муки, 1 стакан молока, соль, перец. И для соуса, который играет главную роль в данном блюде, нам понадобится соевый соус, вода, крахмал, кунжутное масло, мед и соус барбекю. Обязательно заходите в описание под видео, я там оставляю подробный рецепт с описанием и всеми ингредиентами для каждого рецепта в данном видео. Для начала необходимо промыть цветную капусту под проточной водой и разделить ее на мелкие соцветия. Цветную капусту складываем в глубокую емкость и приготовим для нее кляр. Для кляра нам понадобится 1 стакан муки, 1 стакан молока, 1/2 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки перца. Кладем в кляр капусту, перемешиваем, чтобы каждый кусочек был покрыт кляром. Цветной капусты у меня вышло много, я кладу ее поэтапно, все хорошо перемешиваю, и такое количество буду готовить в 2 захода аэрогриля. Мой аэрогриль 5,5 литров, и его размеры 21 на 21 сантиметр. Если вы будете использовать капусту маленькую, одну, то все ингредиенты поделите на 2, используйте лишь половину. Аэрогриль сбрызгиваем масло-спреем, у меня оливковое масло. И выкладываем цветную капусту. Выкладываем довольно свободно, не выкидываем все туда кучей, а чтобы было какое-то место и капуста была примерно в один ряд. Сбрызгиваем сверху маслом, ставим на 190 градусов примерно 7-10 минут. Зависит от того, какую капусту вы любите, аль денте или более готовую. В середине времени перемешиваем. Пока капуста запекается, приготовим соус. Для соуса я использую пол-стакана соевого соуса, 2/3 стакана воды, 1-2 столовые ложки кунжутного масла. Количество масла зависит от того, насколько вам оно нравится. У него очень специфический вкус. Если оно вам не сильно нравится, добавьте всего лишь 1 столовую ложку. В дополнение я добавляю сладкий барбекю соус, 1 столовую ложку. Этот соус я люблю использовать практически везде. 3-4 столовые ложки жидкого меда. 1 столовую ложку кукурузного крахмала, можно картофельный,
Проверяю капусту на готовность. Она должна быть аль денте, потому что далее мы ее запечем еще чуть-чуть. Готовую капусту перекладываем в емкость и добавляем немного нашего соуса, половину. Хорошо перемешиваем и отправляем обратно в аэрогриль цветную капусту еще на 5 минут при 190 градусах. Оставшуюся часть соуса переливаем в кастрюльку и на медленном огне увариваем так, чтобы соус стал густым. Вот такая консистенция у нас получится. Соус непрерывно помешиваем, чтобы он был равномерный. Цветную капусту присыпаем кунжутными семенами, добавляем наш загустевший соус и можно подавать к столу. Тут есть два варианта. Можно не добавлять часть соуса к капусте, а весь соус уварить на плите и добавить уже к готовой капусте при подаче. Получается также очень вкусно. Или же, как сделала я, сначала добавила часть соуса к капусте, чуть-чуть подогрела в аэрогриле, соединила соус с капустой и добавила уже в конце густой соус сверху. Получается и так очень вкусно, но более насыщенный, более яркий вкус в таком варианте, как я показываю в видео. Внимательно смотрите на то, какой соевый соус вы используете и какой вкус вам нравится. У меня в холодильнике оказался обычный соевый соус, поэтому вкус очень насыщенный. Соль не добавляйте, потому что очень соленый соевый соус. Если вы любите более нейтральные, нежные вкусы, то предлагаю вам использовать не полстакана соевого соуса, а разбавить его немножко водой. Или использовать изначально соевый соус, который с легким вкусом. У нас в Латвии такие продаются в магазине. Обязательно попробуйте, вкусно, просто с овощами или с рисом. Приготовим морковно-сырную запеканку. На самом деле все пропорции подходят для того, чтобы испечь сырно-морковные блины. И я их делала на сковородке ранее, но это очень долго для меня было стоять и очень долго печь каждый оладий, поэтому я придумала это тесто использовать в аэрогриле. Получается те же оладьи, если вы разрежете на кусочки. Запеканка такая же тоненькая, как оладьи, и по вкусу точно такая же. Вообще совсем нет никакого отличия. Единственное, что в ней меньше масла, конечно же, чем на сковороде. Поэтому это отличная опция для тех, кто не хочет стоять и готовить оладьи на сковороде. Получается очень вкусно со сметанкой. Для теста нам необходимо кефир 100 мл, 3 моркови, которые мы натираем на крупной терке, 2 яйца, сыр. У меня примерно 90 грамм, можно добавить от 50 до 100 грамм любого натертого сыра. Мука 3 столовые ложки, любые специи, у меня сушеный лук, также соль, перец. Все хорошо перемешиваем. Масса, то есть наше тесто, получается очень густым. Я использую вот такой вкладыш, который специально для аэрогриля, к нему прилипает обычная еда, поэтому я смазываю маслом, чтобы моя запеканка или мои оладьи не прилипли. Потом выкладываю тесто и ставлю в аэрогриль на 180 градусов примерно 20 минут. В середине времени я переверну, чтобы у меня запеклась запеканка и с другой стороны. Вот таким образом сначала лопаточкой я поддеваю немножко, чтобы отодрать, так сказать, от бумаги. Вообще эта бумага мне не очень нравится. Она подходит, например, для мяса больше, чем если готовить выпечку, потому что выпечка даже с маслом прилипает. Перекладываю на пергаментную бумагу, которую я вырезала по нужному размеру, и кладу запекаться оставшуюся часть времени с другой стороны. Вот такая вкусная запеканка у нас получилась. Называйте как хотите, это или запеканка, или если нарезать, подать ребенку со сметаной, это вообще похоже на тонкие блинчики оладьи. Получается также вкусно, если вы приготовите точно такое же блюдо в виде оладий на сковородке. Уже проверено. Обязательно попробуйте такой вкусный рецепт. Если я не знаю, что приготовить, у меня в холодильнике не оказалось ни мяса, ни рыбы, то обычно всегда есть морковка и сыр, я готовлю такое блюдо. Кладу в контейнер на следующий раз. Всем приятного аппетита! И последний рецепт на сегодня. Приготовим очень универсальное блюдо. Здесь в принципе 3 варианта, как вы можете его подать.
Используем любые овощи, которые у вас есть в холодильнике, которые вам нравятся. У меня это баклажан небольшой, кабачок, то есть цукини, болгарский перец и тыква. Буду использовать половину тыквы. Очищаем болгарский перец, все овощи, конечно же, моем, нарезаем на произвольные кубики, не слишком маленькие, не слишком крупные. И все овощи помещаем в аэрогриль. Сбрызгиваем хорошо маслом. Я не солю, потому что потом буду регулировать вкус уже, когда овощи приготовятся. Овощи кладу в аэрогриль на 200 градусов 30 минут. Время приготовления зависит от того, какие овощи вы хотите. Если бы я эти овощи готовила просто подать на стол как гарнир, то время бы уменьшила. Скорее всего, готовила бы 20 минут, чтобы овощи были аль денте. Поскольку я буду эти овощи измельчать блендером погружным, делать такой как бы соус для пасты или даже суп, то мне нужно, чтобы овощи были очень мягкие и разваристые. Поэтому я готовлю 30 минут. И за все это время примерно 2-3 раза я перемешаю. Наши овощи готовы, я их прикладываю в емкость, и тут есть несколько вариантов. Можно заправить солью, любимыми специями и подавать на стол как гарнир, как я уже сказала. Или же, например, добавить сюда сливки и пробить блендером, добавить любимые специи, и это будет отличный крем-суп, такой суп-пюре овощной. Можно добавить сюда плавленый сырок, как это делаю я. Это тоже может быть прекрасный соус к пасте. Будет очень вкусно, и дети даже не заметят, что там овощи. Добавляем воду для нужной консистенции. Если вы готовите суп, то добавьте больше воды, любимые специи, соль, перец, сушеный чеснок. Если готовите соус к пасте, то, конечно же, масса должна быть более густой, воды добавляйте меньше. И можно добавить, например, тертый твердый сыр или посыпать сверху на соус и пасту. Всем приятного аппетита! Напишите в комментариях, какое из блюд вам понравилось и какой рецепт вы хотите приготовить. Всем спасибо за то, что посмотрели это видео до конца, а я с вами увижусь в новом видео. Пока-пока, до новых встреч!